счастью для тебя, помимо того, что тебя бросили, ты еще и красавчик, и девчонки считают тебя крутым. Но на самом деле ты просто тупой обманщик, у которого есть сверхъестественная способность менять тело. В этом мире, когда дети становятся подростками, они обретают сверхъестественные способности, которые сохраняются до совершеннолетия, а потом исчезают. С детства тебе нравилось думать, что ты крутой и лучше всех. Когда ты стал подростком, у тебя появилась сверхъестественная способность вселяться в других людей. Но есть некоторые ограничения. Например, ты можешь вселяться в них только на 5 секунд, и пока ты это делаешь, твое собственное тело просто падает, и кажется, что ты спишь. Через 5 секунд твоя душа возвращается в твое тело. С годами ты учишься использовать эту способность по-разному, например, чтобы получить ответ на один из самых важных вопросов, которые могут быть у мужчины. Каково это быть женщиной и иметь большие планы? Ты также используешь эту способность, чтобы отомстить людям, которые тебе не нравятся, вселяясь в их тела и устраивая драки. Но больше всего эта способность помогает тебе списывать у одноклассников и получать самые высокие оценки в классе. Благодаря этой способности он смог поступить в частную школу и даже сдал вступительные экзамены на отлично. В день открытия школы он выходит на сцену, чтобы произнести речь от лица нового ученика, и все девочки в его классе считают его привлекательным, умным и обаятельным. Поэтому его часто приглашают на свидания, а он с удовольствием им отказывает, чувствуя себя крутым парнем. Сначала может показаться, что он просто не заинтересован, но на самом деле он положил глаз на самую красивую девочку в школе Юми. Однажды он решает проследить за Юми и ее лучшей подругой Мишимой, когда они возвращаются домой. Когда они останавливаются на переходе и разговаривают, Юми вселяется в Мишиму и за 5 секунд убегает от Юми как можно дальше в ее теле. Затем он вселяется в водителя грузовика и заставляет его врезаться в Юми, но прежде чем она успевает перевоплотиться в автомат по продаже напитков, он возвращается в свое тело и спасает ее, оттолкнув в сторону. Вскоре Мишима тоже возвращается и спрашивает, не они ли это были, а Ю проверяет водителя, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Юми благодарит его за спасение и говорит, что они собирались в знаменитое кафе-пекарню, и предлагает ему пойти с ними. Ю использует обратную психологию и пытается вести себя вежливо и застенчиво, и это заставляет Мишиму уйти домой, чтобы дать своим лучшим друзьям побыть наедине с тобой. Позже тем же вечером вы с Юми оказываетесь в кафе-пекарне и наслаждаетесь едой. Юми спрашивает его, не хочет ли он снова пойти с ней куда-нибудь после школы, и он соглашается, улыбаясь своей самодовольной улыбкой. На следующий день в школе Юми пишет ему, что будет ждать его на улице, но в этот момент его вызывают в кабинет директора. Там директор представляется как Есиюки и говорит, что начальство попросило его снова заставить тебя сдать вступительный экзамен, потому что тебя подозревают в списывании. Если он откажется сдавать экзамен или получит меньше 90 баллов, его исключат из школы. Услышав это, он говорит, что это чушь, но не имея другого выбора, решает попробовать и списывает ответы с листа, который держит директор. Начинается экзамен, и поскольку он ничего не знает, он использует свои способности и вселяется в тело Есиюки. Но, к его удивлению, вместо листа с ответами он держит в руках журнал и в гневе разрывает его на куски. Когда он возвращается в свое тело, директор спрашивает, что случилось, и он отвечает, что ему показалось, будто он разорвал лист с ответами на куски. В этот момент бледная блондинка с камерой пугает его до смерти, внезапно появляясь из-за его спины. Она представляется президентом студенческого совета другой школы, Академии Star OK, и говорит, что наконец-то поймала его на лжи. Она показывает ему видео, на котором он засыпает, и говорит, что только что он сказал, что видел, как Есиюки порвал свой листок с ответами. Но на самом деле он просто уронил голову на стол. Кроме того, она записала еще несколько видео, где он делал это на прошлых экзаменах. Ю пытается оправдаться, говоря, что у него есть такая болезнь, при которой он внезапно засыпает, и он ничего не может с этим поделать. Но она показывает ему его медицинскую карту с вступительных экзаменов и говорит, что там нет упоминания о таком заболевании. Ю начинает паниковать, убегает оттуда и пробегает мимо парня в очках, который, кажется, идет за ним. Ю выбегает из школы на улицу и поворачивает за угол. Внезапно что-то врезается в магазин позади него, и он в ужасе оглядывается, не понимая, что произошло. Он бежит вперед, и что-то врезается в мусорную кучу рядом с ним, и он начинает паниковать еще больше. В конце концов он добирается до берега реки, переводит дыхание и оборачивается, чтобы увидеть, что 4 парней стоят на другой стороне дороги и смотрят на него. Парень разбегается и мгновенно взлетает в воздух вместе с Ю на руках и перепрыгивает через реку как камешек, пока они не приземляются на другом берегу. Он спрашивает, что он только что сделал, и парень объясняет, что у него
него есть сверхъестественная сила под названием заряд, которая позволяет ему очень быстро двигаться в одном направлении, но он не очень хорошо ее контролирует, и его техника торможения еще не отработана. Ты спрашиваешь, что это за дефектная техника, и спрашиваешь, почему он за ним гнался. В этот момент появляется Мео и говорит, что они хотят, чтобы он перешел в их академию, пока он еще подросток. Она говорит, что в мире много таких людей, как он, со сверхъестественными способностями, но эти силы — это болезнь, и они исчезнут, когда он вырастет. В их академии они присматривают за такими людьми, как он, чтобы они не злоупотребляли своими способностями и не сеяли хаос в мире. Так что пока его силы не исчезнут, он должен оставаться в их академии, и она уже получила разрешение от его опекуна. Она спрашивает, почему он пытался использовать свои способности, хотя он довольно симпатичный и немного подразнивает его. Ты злишься и пытаешься ударить ее, но она внезапно становится невидимой и избивает тебя как боксерскую грушу. Ты спрашиваешь, может ли она становиться невидимой, но четырехглазый парень Джоджира объясняет, что она становится невидимой только для одного человека, которого выберет сама. А для всех остальных она выглядит нормально. Прежде чем отпустить тебя, она говорит, что ты будешь работать в студенческом совете, потому что твои способности могут пригодиться для поимки других людей со сверхъестественными способностями, как у тебя. Позже той же ночью ты возвращаешься домой, и тебя встречает твоя младшая сестра Аюми. Она говорит, что у нее хорошие новости, и что их дядя сказал ей, что они оба получили стипендии в Звездной академии и скоро перейдут туда. Чтобы отпраздновать это событие, она приготовила им обоим омлет с рисом, соусом для пиццы и кетчупом. Аюми говорит, что скучает по тому, как готовила мама. Ты грустно смотришь вниз и говоришь ей, чтобы она не вспоминала о маме, потому что ты все еще злишься на нее за то, что она бросила вас ради дяди после развода. Аюми говорит, что ей все еще хочется, чтобы они были вместе, и говоря о семье, она признается, что в последнее время ей кажется, что в их семье был кто-то еще. Но ты говоришь, что у них только двое, ты и она, и просишь ее не смешивать мечты с реальностью. После этого Аюми смотрит на звезды в телескоп, а ты предлагаешь ей посмотреть какое-нибудь ночное шоу, потому что это проверенный способ завести друзей. Записывайте все в комментариях. Записывайте. На следующее утро они переезжают в новую комнату в академии, и Аюми очень рада, что у нее теперь большая комната. Днем ты выходишь с Аюми и рассказываешь ей о переводе, пытаясь объяснить, что все еще хочешь с ней встречаться, но не признаешься в этом. Но Аюми говорит, что понимает и вежливо бросает тебя, и это шокирует тебя. Вечером Нао и Джоджиро заходят в их новую комнату, чтобы помочь им устроиться. Они подшучивают над тобой, знакомятся с твоей младшей сестрой и начинают помогать им распаковывать вещи. Нао показывает Аюми несколько трюков с ее способностями и становится ее хорошим другом. Когда все уйдут, вы с Аюми поужинаете, и тебе приснится ностальгический сон, в котором ты чувствуешь, что у тебя когда-то был брат-близнец. И ты задаешься вопросом, не повлияла ли на тебя Аюми. На следующий день ты собираешься в свою новую школу, и перед выходом Аюми кладет тебе в ланчбокс твой любимый омлет с соусом для пиццы. Раньше это было твое любимое блюдо, но ты давно вырос из него. В школе тебя встречают Наа и Джоджиро, и ты спрашиваешь их, есть ли у всех в школе сверхъестественные способности. Джоджиро отвечает, что у большинства учеников они скоро проявятся или уже начали проявляться. Нео говорит, что раньше, если находили кого-то со сверхъестественными способностями, его забирали и отправляли в лабораторию для ужасных экспериментов. Но потом один человек создал систему, чтобы защищать таких детей. Ю пытается успокоить тебя, говоря, что все не так плохо, но потом добавляет, что старший брат был одним из тех, кто не смог справиться и стал объектом экспериментов. Ты спрашиваешь ее, почему он должен использовать свои способности вне школы, будучи членом школьного совета, и Нел объясняет, что их работа заключается в том, чтобы находить таких детей и защищать их или предупреждать, чтобы они не использовали свои способности вне школы ради собственной безопасности. За эту работу ему будут платить, и судя по тому, что у него есть младшая сестра, он сможет потратить немало этих бумажных купюр. Ю принимает предложение, затем идет в свой новый класс и знакомится со всеми. Он думает, что и здесь сможет вести себя круто, но потом замечает, что в его классе учатся Нао и Джоджиро, и это рушит его планы притворяться крутым. Во время обеда ты спрашиваешь Джоджиро, как Нео стала президентом школьного совета на первом году обучения. Он говорит, что эта должность открыта для всех учеников и достается тем, кто быстро принимает ответственные решения, используя свои способности. После этого они идут в столовую, чтобы купить бутерброды, потому что Ю надоело есть сладкий рис с омлетом. Там очень много народу, поэтому Джоджиро решает использовать свою способность и, пробежав мимо прилавка с едой, бросает деньги, хватает 4 бутерброда с котлетами и разбивает окно с другой стороны. Затем он заходит сзади Ю, протягивает ей бутерброды и говорит, что всегда носит под формой легкую броню, чтобы не получить серьезных травм. После этого они возвращаются в класс и вместе обедают. Ю спрашивает его, почему она кажется такой одинокой. Он говорит, что ее способность позволяет ей быть невидимой только для одного человека, а это значит, что если она будет использовать свои способности против всех остальных, то будет казаться, что она просто избивает людей без защиты, и это создаст ей плохую репутацию
репутацию среди учеников. Вскоре к ним подходит Нао и говорит, что их напарник идет и у них, возможно, новое задание. Они все идут в кабинет студенческого совета, и ты замечаешь на столе в центре огромную карту города. Вдруг заходит парень с мокрыми длинными волосами и указывает пальцем на карту. Он говорит, что это место– школа Намба, а его сила– телепатия, а потом уходит, не сказав больше ни слова. Ты спрашиваешь остальных, что это было, и они объясняют, что это их коллега, который помогает им находить людей со сверхъестественными способностями и определять их способности. После этого они все сбегают с занятий и идут в школу Намба. Нео и Джуджира заходят в школу и начинают расспрашивать учеников о том, не происходило ли чего-нибудь странного, что они могли бы заметить. Через некоторое время Нео подбегает к Ю и говорит, что они нашли подозрительного человека и просит его вселиться в их тело, чтобы обыскать сумку. Они оба бегут и видят парня, который убегает с сумкой. Ю использует свою силу, берет его под контроль и начинает вытряхивать содержимое сумки на землю. Когда его сила заканчивается, Джуджира хватает парня и удерживает его, пока Мэя обыскивает содержимое и находит черное письмо с какими-то фотографиями. Оказывается, это фотография одной из девушек из школы парня, а на второй фотографии она как будто просвечивается, и видно, что под одеждой. Они спрашивают его об этом, и он говорит, что купил фотографии, а когда ему пригрозили, он признался, что получил их от мальчика по имени Уда из 2 класса Е. Получив эту наводку, они бегут в класс и узнают, что Уда на самом деле президент школьного клуба стрельбы из лука. Мэя взламывает его шкафчик и находит кучу доказательств его извращенности. После этого они встречаются с ним наедине и удивляют его, появляясь прямо перед ним из ниоткуда. Она рассказывает ему обо всем и спрашивает, зачем он это сделал, а он говорит, что ему нужны были деньги, чтобы вылечить члена семьи от болезни. Мэя говорит ему, что это неправильный путь, и если он не остановится, то скоро его поймают и отправят в лабораторию для экспериментов, как пришельца из зоны 51. Уда делает ее фотографию и пытается шантажировать ее, но Ю вселяется в его тело и возвращает фотографию Мэя. Затем Уда направляет на нее стрелу и в крайнем случае стреляет, но Джоджиро проносится мимо как вспышка и уносит стрелу с собой. После этого они заставляют его сдаться, и дело улажено. Сделав это, они возвращаются в школу, и по дороге ты спрашиваешь Мэя о ее брате и о том, что с ним случилось после того, как его забрали ученые. Она говорит, что это не секрет, и что они могут пойти навестить его брата завтра. На следующий день они едут на скоростном поезде, а затем на автобусе в большую больницу на вершине красивого утеса с живописным видом. Сейчас она рассказывает, как все началось. Она только что получила стипендию для поступления в престижную среднюю школу. Как и большинство отцов из аниме, ее отец никогда не возвращался домой после похода за молоком, и ее воспитывала мать вместе со старшим братом Кадзуки. Кадзуки был начинающим террористом, который пытался заключить контракт с одной из крупных звукозаписывающих компаний. Однажды мать позвала их обоих и сказала, что записала их в школу-интернат. Кадзуки возмутился и спросил, зачем она это делает, ведь он все равно скоро уедет, и это будет полезно для семьи. Кроме того, он ни на что не годен, потому что любит играть на гитаре. Сейчас он даже не учится и не отличается умом. Но мать опустилась на колени и, чувствуя себя разбитой и подавленной, молча попросила их сделать так, как она говорит. Кадзуки все еще уважал свою мать и согласился с ее желанием. Нао рассказала, что эта новая школа была неплохой, но хотя она и училась там, она не могла видеться с братом годами. Когда она заговаривала об этом или пыталась встретиться с ним, ее друзья окружали ее и уводили. Единственной особенностью этой школы было то, что после уроков ей приходилось регулярно проходить медицинский осмотр. Оказалось, что у ее брата была сверхъестественная способность, которая позволяла ему вибрировать на разных частотах. Пока она училась в школе, над ее братом проводили жестокие, бесчеловечные эксперименты. И когда она наконец-то смогла увидеть его после стольких лет, он был в полном отчаянии и даже не помнил, кто он такой и кто она такая. Друзья, которые окружали ее, оказались подставными студентами, которых ученые подослали, чтобы держать ее подальше, и ее держали там, предполагая, что у нее тоже могут появиться суперспособности, как у ее брата. После всего этого она потеряла способность кому-либо доверять и сбежала оттуда. Вскоре они приезжают в больницу и идут навестить ее брата, и ты видишь, что он психически неуравновешен и деградировал. Он думает, что сочиняет музыку, громко крича и разрывая простыни и подушки. После приема снотворного он становится вялым, и теперь вывозит его на инвалидной коляске подышать свежим воздухом. Она говорит, что потеряла надежду, но это было до тех пор, пока она не встретила единственного человека, которому теперь доверяет, и он создал эту школу и позволил ей учиться, а также оплачивал лечение ее брата в этой больнице. Она говорит, что никто не ищет лекарства для ее брата,
потому что для ученых люди со сверхспособностями – это как батарейки. И когда одна из них садится, они просто покупают новую, чтобы проводить на ней свои эксперименты. После этого они заканчивают день, и Ю возвращается в свою комнату. Его встречает Аюми и готовит овощное карри на ужин. Позже вечером она рассказывает ему, что с нетерпением ждет появления особой кометы, которая пролетает над Землей раз в несколько сотен лет. На следующее утро он просыпается, идет в школу, и Аюми кладет ему в ланчбокс свой сладкий рисовый омлет. Он говорит ей, что больше не нужно готовить ему ланч, потому что никто больше не приносит еду из дома, а столовая – это хороший способ завести новых друзей. Она немного опускает глаза, но потом говорит, что все равно пусть возьмет, потому что она уже приготовила. Позже, во время обеда, ты идешь в столовую с Джоджиро, и он заказывает им обоим специальный рис с карри, используя свои невероятные способности. Теперь напиши Джоджиро, чтобы они сходили в офис студенческого совета, потому что у их коллеги есть новая зацепка. Они оба идут в офис, и, как обычно, парень с длинными волосами указывает на какую-то улицу на карте и говорит, что на этот раз у человека две способности – телекинез и пирокинез, а также способность разговаривать с мертвыми и управлять огнем. Это их заинтересовывает, и они идут в переулок, чтобы найти этого человека с двумя способностями. Они проводят расследование и встречают женщину, которая говорит, что видела, как пожилой мужчина преследовал телезвезду и певицу Юзу. Услышав ее имя, ты понимаешь, что это имя певицы, от которой без ума Аюми, и Джоджиро начинает вести себя как фанат. Оказывается, он настоящий фанат Юсы и следит за ней во всех соцсетях, включая ее нелегальный аккаунт на OnlyFans. Он пытается придумать, как связаться с ее лейблом, и предлагает позвонить им и попросить о встрече, но она говорит, что он не настолько крут, чтобы мир вращался вокруг него, и что лейбл ни за что не позволит кучке старшеклассников встретиться со своим кумиром. Она оглядывается и замечает подозрительного мужчину, который сворачивает за угол и бежит за ним. Как и ожидалось, мужчина сбивает ее с ног, бросает на землю и убегает. Ю берет контроль над его телом, и Дзираджира сбивает его с ног, ломая ему ребра. Нео садится на него сверху и говорит, что если он хочет, чтобы они вызвали ему скорую, он должен сказать, где Юса и почему он убегал от них. Он говорит, что просто выполнял приказ поймать ее от имени телеканала Таю. Они отправляют его в больницу на скорой помощи, и к ним подходит рыжеволосый парень. Он спрашивает, что они там делали, и говорит, что они ищут Юсу, потому что думают, что у нее проблемы, и хотят ее защитить. Затем он спрашивает, как им удалось победить того здоровяка, и Нео говорит, что у них тоже есть сверхъестественные способности, как и у Юсы, и парень удивляется. Он спрашивает, откуда она это знает, и просит ее доказать это. Мэя становится невидимой прямо перед ним, чтобы доказать свою правоту. Затем они все вместе идут в подвал, где встречают Юсу и еще одного парня. Джоджиро сразу же начинает пускать на нее слюни, как и Санджи, но потом отталкивает ее и начинает задавать вопросы. Юсу рассказывает, что у нее есть заболевание, из-за которого она внезапно засыпает и часто просыпается в другом месте. Она заключает, что Юсу может управлять мертвыми духами в своем теле, и спрашивает об этом парней. Они рассказывают ей, что у Юсу была старшая сестра по имени Миза, которая погибла в аварии. В этот момент выражение лица Юсу резко меняется, и она начинает вести себя как настоящая гангстерша. Она спрашивает, почему они говорят о ней с незнакомцами, и поджигает все вокруг, но потом видит перед собой Зефир и успокаивается. Нао разговаривает с ней, узнает, что Миза управляет телом Юсу с помощью своей силы, и таким образом она может использовать свою собственную силу управления огнем. Тайна раскрыта. Она спрашивает, кто эти двое парней, и Миза отвечает, что это ее друзья детства. Затем она спрашивает, почему за Юсу гонится, и парни говорят, что это из-за смартфона. Оказывается, Юсу случайно принесла его домой после съемок, и в нем есть сообщение от какого-то крупного телепродюсера о мошенничестве и отмывании денег, из-за которых его могут арестовать, если он попадет в полицию. Но независимо от того, вернет она его сейчас или нет, она не сможет работать в этой индустрии из-за коррумпированных преступников. Миса говорит, что если бы такое случилось с ее сестрой, она бы сожгла всю телестанцию. Но сейчас она спорит с ней и просит успокоиться, если она не хочет, чтобы ее сестру посадили в тюрьму. Она говорит, что у нее есть план, как защитить сестру и отомстить, и просит парней принести огнеупорную одежду. Позже той же ночью они звонят продюсеру и возвращают ему устройство. Но когда продюсер начинает вести себя как придурок, Миса берет дело в свои руки и сжигает двух его людей. Затем она заставляет одного из телохранителей ударить себя ножом в ногу, а последнего исчезнуть в мгновение ока. После этого она подходит к продюсеру, бьет его кулаками и ногами, и он падает на землю. Она угрожает ему, бросает телефон и говорит, чтобы он не мешал ей стать звездой, иначе она найдет его в аду, и он убегает, как девчонка.
Оказывается, ее друзья детства заменили телохранителей, надев огнеупорные куртки, чтобы она могла их поджечь. Ты взял под контроль третьего охранника, заставил его ударить себя ножом в ногу, а Джоджиро повалил последнего охранника на землю. Наконец, Нао избил продюсера, чтобы выглядело так, будто Миса обладает божественной силой. Как только все уладится, она говорит ей, что перевод в их академию будет лучшим способом защитить Юсу, и что когда ее силы исчезнут, она больше не сможет управлять ее телом. Миса совсем не против, но вот рыжеволосый парень не хочет. Он просит дать ему возможность поговорить с ней наедине и признается ей в своих чувствах. Он чувствует вину за то, что выжил в аварии, в которой погибла Миса, и хотел бы быть с ней, но она решила покончить с собой. Миса успокаивает его и говорит, что ему нужно жить дальше и наладить свою жизнь, а потом решает перевестись в Звездную Академию. Когда все улажено, Ю возвращается домой, и его, как обычно, встречает Аюми, которая ждет его, чтобы поужинать. Они садятся за стол, и Ю рассказывает ей о встрече с Юсой, и она начинает вести себя как фанатка. Он говорит ей, что она, возможно, переведется в их школу, и Аюми еще больше радуется, что сможет с ней познакомиться. На следующее утро он просыпается и видит, что Аюми готовит ему завтрак. Сегодня в меню французские тосты, политые специальным соусом Аюми. Да, вы угадали, это соус для пиццы. Ю проглатывает все эти сладкие тосты и спешит в школу, где встречается с Дидзиро. Все в классе обсуждают Юсу и ее перевод в их школу, и Ю думает, что будет, когда она действительно придет. Вскоре начинается урок, и учитель заходит в класс, чтобы представить новую и популярную ученицу, которая перевелась к ним. Все начинают приветствовать Юсу, и это превращается в танцевальную вечеринку, пока учитель не делает им замечания. Юса, как всегда, ведет себя мило и просит всех успокоиться, а потом говорит, что часто будет уходить на перерывы из-за работы, но с удовольствием проведет время в старшей школе вместе с ними. Теперь ее место рядом с ними, и все начинают крутиться вокруг нее, как стадо овец. Позже в тот же день приходит Нао и говорит, что у них есть новая зацепка, и просит Юсу пойти с ними. Они все идут в кабинет студенческого совета, и, как обычно, входит тот парень с мокрыми волосами и роняет каплю воды на карту. На этот раз их цель обладает телекинезом, и Юсу спрашивает, что это значит. Ю рассказывает ей и говорит, что, кажется, знает, кто их цель, судя по местоположению. Затем она показывает им видеозапись парня по имени Эрик Хьюи из бейсбольной команды Академии Канаи. Он довольно популярен среди молодых игроков и, как говорят, скоро присоединится к большим листьям, благодаря своим недавним выступлениям в 3 последних играх. Из замедленной съемки видно, что он неправильно держит мяч, который бросает, и подозревает, что он использует свои способности, чтобы контролировать мяч в воздухе после того, как тот вылетает из его рук, делая такие невероятные броски. После этого они все идут в Академию Канаи и представляются Арифуми. Нао прямо говорит ему, чтобы он перестал использовать свои сверхъестественные способности во время игр, иначе он потеряет их к тому времени, как попадет в профессиональную лигу. Его выгонят из команды, и это навсегда разрушит его карьеру. Она говорит ему, что он должен играть, используя свои способности, и он отвечает, что она не может ожидать, что он поверит во всю эту чушь. Она говорит ему, чтобы он перестал так себя вести, и показывает свои способности, становясь невидимой прямо перед ним. В этот момент Мисса берет верх и тоже показывает ему огонь. Он пытается успокоить ее, а она в гневе плюет на землю, и Джоджиро тут же начинает искать этот плевок, как настоящий придурок. В то же время он пытается понять, что это сделала не Юб, а Миза, и размышляет о том, как это жалко выглядит. Нео говорит ему, что если он не прекратит, его поймают и отправят к ученым, которые будут проводить над ним эксперименты, пока его способности не иссякнут. Он выглядит очень скептически настроенным, но она предлагает ему сыграть в бейсбол против ее школы. Если он выиграет, она не будет лезть в его дела, а если проиграет, то должен перестать использовать свои способности. Он соглашается, и они решают встретиться на бейсбольном поле Звездной Академии в следующее воскресенье в полдень. На обратном пути ты спрашиваешь, есть ли в их команде кто-нибудь, кто может отбить телекинетический мяч Арифуми. И она говорит, что в их команде вообще нет активных пользователей способностей. Но чтобы все получилось, они сами присоединятся к команде и заставят тебя использовать его способности в своих интересах. В следующее воскресенье они все встречаются на поле, и обе команды выстраиваются друг напротив друга. Игра начинается, и поначалу кажется, что силы равны. Их отбивающие не могут отбить подачи Звездной Академии, а мячи Арифуми просто невозможно отбить. Нео отчитывает их за плохое поведение, и ее собственный питчер злится на нее, говоря, что он тоже старается изо всех сил. Но когда кто-то злится на нее за ее острый язык, она зовет Юсуфа на помощь и заставляет мальчиков вести себя как идиотов, чтобы вернуть их на поле. Во время игры они замечают, что их ловец тоже очень хорош, потому что он может ловить сумасшедшие мячи без каких-либо способностей. Игра продолжается, и они доходят до финальных очков. Нео решает, что их команда тоже может использовать свои способности, чтобы добавить остроты, и говорит тебе завладеть их отбивающим, чтобы заработать очки. Тебе удается это сделать, но их ловец возвращает очки, забрав базу.
сразу. Теперь последний раунд, и Джоджиро выходит на биту. Мэя говорит ему коснуться мяча, а затем использовать свои способности, чтобы коснуться первой базы. Джоджиро делает именно так, и ему приходится заплатить за это забвением своего уродливого лица. Затем Миса тоже начинает отбивать их мячи, и в итоге она использует свою способность, чтобы отбить мяч и заработать победное очко. Он спрашивает, как это сделать, и она говорит ему сыграть честно хотя бы раз в жизни и называет его болваном. С этими словами Ю выходит на биту и старается изо всех сил, но в итоге Эрифуми использует свои способности и бросает мяч, и ты пропускаешь очко. Но и его попытка тоже не удалась, и это дало Митце шанс добежать до базы, и они выиграли матч. После их выходки ты чувствуешь себя счастливым и удивляешься, почему он так поступил, и присоединяешься к ним. Они просят Арифуми больше не использовать свои способности, и он обещает, что больше не будет. Он говорит, что он всего лишь средний питчер, но его друг Такада – потрясающий кетчер, который может попасть в высшую лигу. Но как его друг, он решил остаться с ним, хотя в их школе не очень хорошая бейсбольная программа. Он хотел попасть в высшую лигу и привести туда своего друга. Нао использует томдзюцу и говорит ему, чтобы он болел за своего друга с трибун. И она уверена, что однажды он будет гордиться им и скажет другим, что этот потрясающий игрок его друг. Как только все это уладится, Арифуми обещает больше не использовать свои способности и возвращается к своей команде. Нао просит Ю на мгновение завладеть Арифуми, потому что хочет провести эксперимент, и он делает это для нее. Как и ожидалось, он на 5 секунд принимает его облик, а потом возвращается в свой и спрашивает, что она хотела увидеть, и она говорит, что им придется подождать и посмотреть. После этого Ю возвращается домой, чтобы поужинать со своей сестрой, как обычно, и смотрит, как он фанатеет от нового рекламного ролика и песни. И несколько дней спустя, как обычно, все в классе толпятся вокруг Юсы, как овцы. А она, в свою очередь, занимается своими делами и слушает музыку, как обычно. Внезапно к ней подходит группа девушек. Они вытаскивают ее из класса и уводят за школу. Ты задаешься вопросом, что все это значит, и решаешь пойти за ними и подглядываешь за ними из-за угла. Ты видишь, как девушки нападают на нее и прижимают к стене. Затем они избивают ее и бросают на землю, а потом уходят. Ю выходит и спрашивает, что это было, и она отвечает, что людям не нравится, как она дерется, с тех пор, как они впервые столкнулись с ней, и они мстят ей вот так. Ю вспоминает, как она избила его на берегу реки, и понимает, что она имеет в виду, но думает, что это несправедливо, что они так с ней поступают. Он спрашивает, почему она не сопротивляется, и она отвечает, что у нее тоже нет настроения, и замечает, что ей пришло сообщение от их коллеги. Она возвращается в кабинет студенческого совета и зовет всех туда. Юса смотрит на избитое лицо Нао, выходит Миса и говорит, что они должны отомстить, но теперь говорит, что не хочет этого, и отпускает их. В этот момент, как обычно, входит парень с самой большой каплей и указывает на горы на карте. На этот раз их цель умеет летать, и похоже, теперь она тоже знает об этом человеке. Она кладет листок бумаги и показывает, что недавно в тех горах видели летающего человека, и их целью должен быть этот парень. Пока об этом говорят только в нишевых группах, но если эти случаи продолжатся, то скоро о них заговорят и в местных новостях. Значит, нужно действовать быстро, и она говорит всем готовиться к поездке. В супермаркете Ю помогает ей с продуктами, и она закупает много кукурузы. Она говорит, что без кукурузы на гриле не получится барбекю, и идет в мясной отдел за стейками, ребрышками и сосисками. Ты добавляешь овощи и перец, и они спорят о здоровом питании, пока Джоджиро и Юа моют овощи и думают, как они выглядят со стороны, будто они здоровая пара. Но Джоджиро вскоре начинает размышлять о том, что наконец-то остался с Юа наедине. Они покупают все необходимое и отправляются в горы. Она говорит парням, чтобы они несли палатки и другое снаряжение, а она займется едой. Ю спрашивает, останутся ли они на ночь, и она отвечает, что они пробудут там столько, сколько нужно, чтобы выманить парня-летчика. С этими словами они отправляются в то место, которое нашли в журнале, и разбивают там лагерь. Собирая палатку, ты чуть не падаешь в высохший колодец и смеешься над ним. Потом ты засыпаешь его землей и говоришь, что было бы забавно посмотреть, как он туда провалится. Остаток дня они проводят заготовкой, едой и разговорами друг с другом. Ночью ты думаешь, куда он делся, и уходишь в лес, где находишь утес с прекрасным видом на звездное небо. Он сидит на камне и слушает музыку, а ты подходишь и садишься рядом. Он спрашивает, что за музыку она всегда слушает, и она дает ему свой плеер, чтобы он послушал. Она говорит, что это пост-рок-группа под названием Jet, и раньше она нравилась ее брату, пока он не сошел с ума. Он слушает и сразу чувствует глубокую, но освобождающую от мыслей музыку и хвалит ее. Она так радуется, что он слушает ее музыку и дарит ему плеер. Она говорит, что солист группы слеп на оба глаза, и, возможно, поэтому ее песни такие глубокие и проникновенные.
Ты видишь, как она взволнована и счастлива, и понимаешь, что впервые видишь ее такой, и мы все знаем, к чему это приведет, да, ребята. Она добавляет, что сейчас она целыми днями записывает таких обманщиков, как он, но ее мечта — однажды записать видео для Жанны. После этого они оба возвращаются в лагерь, и Мао говорит, что они будут дежурить по очереди 4 часа, а мальчики могут поспать первыми. Вы с Джуджирой ложитесь спать, и тебе снится ностальгический сон о том, что у него есть еще один брат или сестра, как в прошлый раз, и ты думаешь, что это было. На следующее утро они ловят рыбу и готовят ее на костре. Они также принимают ванну по отдельности, и ты замечаешь, что у Джоджиро довольно накачанное тело. Он говорит, что из-за его способностей ему приходится носить доспехи под одеждой, и что его сильное тело всегда должно быть при нем. Проходит еще один день, а парень, который должен был улететь, так и не появляется, и ты говоришь, что хочешь вернуться, потому что дома у тебя младшая сестра, о которой нужно заботиться. Мэя говорит, что не может этого допустить, и просит тебя не волноваться, потому что она чувствует, что завтра они смогут закончить это путешествие. На следующий день, когда они готовят еду, к ним подходит молодой человек в синей одежде. Он спрашивает, что они здесь делают, и говорит, что они сбежавшие старшеклассники, которые хотят здесь жить. Парень не верит и говорит, что позвонит в полицию, чтобы их забрали домой, но теперь говорит, что тогда полиция заберет и его. Он спрашивает, почему, и она отвечает, что это частная собственность, и судя по его виду, тоже подозрительно, что он здесь один. Он пытается придумать оправдание, но тут же понимает, что это ложь, и говорит, что он тот самый парень, который умеет летать. Она говорит, что он, должно быть, выбрал эти частные горы, чтобы потренироваться и не попадаться на глаза людям, но когда увидел, что они разбили здесь лагерь и не собираются уходить, то, наверное, забеспокоился. Он пытается сохранять спокойствие и поворачивается, говоря, что это все ерунда, но наступает ему на хвост, говоря, что она засняла его тренировку на камеру. Услышав это, он приходит в ярость и прыгает вниз, чтобы отобрать у нее камеру, но вместо этого падает в высохший колодец, который теперь зарос травой. Оказавшись внизу, он использует свои способности и выпрыгивает из глубокой ямы, чтобы отобрать у нее камеру. Ты говоришь Юдзика, чтобы она что-нибудь сделала, но она говорит, что не может, потому что он слишком близко. Парень хватает камеру, взлетает и улетает в небо. Ты используешь свои способности и перехватываешь его, но в итоге оказываешься на небесах, когда открываешь глаза и видишь великолепный вид на город с высоты птичьего полета. Когда он падает навстречу, казалось бы, неминуемой смерти, он изо всех сил пытается использовать способности парня, и ему удается взлететь, чтобы не разбиться. Через 5 секунд он возвращается в свое тело, а парень падает на землю с несколькими ушибами. Нео и остальные подходят к нему, представляются и объясняют, что они здесь, чтобы защитить его, и что однажды его способности исчезнут. И что будет, если он окажется в воздухе, когда это произойдет. Кроме того, ученые, должно быть, потирают руки от волнения, чтобы увидеть, как его тело заставляет его летать, и что она уверена, что он не хочет стать лабораторной крысой. Парень представляется как Сато и говорит, что думал, что он единственный в этом мире обладает способностями, и что ему снилось, что он избранный, и его зовут великий герой Скай Хайсёа. Они все смотрят на его безумное лицо и думают, почему они позволили такому чудику выжить. После этого они все расходятся по домам, а ты возвращаешься к не очень счастливой девушке. Но она, как лучшая младшая сестра, понимает тебя и угощает потрясающей домашней лапшой с овощами. Ты замечаешь, что в ней нет соуса для пиццы, и благодаришь за это Бога, а потом спрашиваешь об этом Аюми. Она говорит, что хотела добавить его, потому что это секретный ингредиент их семьи, но он закончился, а офицер на входе почему-то не разрешает ей выходить одной. Поэтому она не смогла купить еще. Ты мысленно благодаришь офицера за то, что он спас тебе жизнь, и используешь немного здорового разговора, чтобы похвалить Аюми за то, что ее готовка стала еще вкуснее без соуса для пиццы. После этого она говорит, что ей нужно многое обсудить с тобой, потому что тебя не было, и рассказывает, что мальчик из ее класса пригласил ее на свидание, но она отказала ему. Ты говоришь, что это могло бы стать поворотным моментом в ее жизни, и ты не против, если парень хороший человек. Внезапно Аюми чихает, и ты проверяешь ее лоб на наличие температуры и замечаешь, что у нее небольшая лихорадка. Ты даешь ей лекарство, укладываешь в постель и говоришь, чтобы она отдохнула. На следующее утро Аюми все еще плохо себя чувствует, и у нее температура. Ты говоришь ей, чтобы она оставалась в постели и отдыхала, и что ты скажешь в школе, что она сегодня не придет. После этого ты идешь в школу и проводишь день как обычно. Во время обеда в общежитие заходит какой-то парень с мокрыми руками и показывает на карте, где находится их комната. Он говорит, что сила, которая на этот раз проявилась, называется крах. Все удивляются, что это за сила, и ты тоже задаешься вопросом, почему она не называется разрушение. Крах — это слово, которое подразумевает какую-то разрушительную силу, способную разрушить здание. Нао говорит, что в их школе часто пробуждаются силы учеников, потому что в этом и заключается цель школы, но удивляется, почему этот ученик сейчас в общежитии. Юсу предполагает, что, возможно, кто-то чихает, и это заставляет тебя чувствовать себя неловко, потому что ты думаешь об Аюме. Ты замечаешь выражение его лица и спрашиваешь его об этом, и он говорит, что его сестра сейчас в общежитии, и он беспокоится о ней. Мэйо говорит, что у братьев и сестер часто проявляются силы, если один из них их пробуждает, и предлагает пойти и проверить. Ю говорит, что было бы неплохо пойти сейчас и взять с собой Чараюми. Но Джоджиро слишком шумный, и брать его
с собой не стоит. Ты думаешь, не стоит ли тебе завладеть его телом и спрыгнуть с крыши, но замечаешь это и зовешь Джоджиро к себе. Ты говоришь ему выглянуть в окно и посмотреть, нет ли там большого жирафа, и когда он подходит к окну, чтобы посмотреть, ты сильно пинаешь его, и он вылетает в окно. Ты вызываешь ему скорую, а сама смотришь в ужасе и думаешь, что только что произошло. После этого они решают купить рисовую кашу для Аюми, и Ю предлагает всем вместе поужинать. Он говорит, что Юса всегда одна, потому что ее сестра уехала, и теперь она практически сирота, а ее брат в больнице и у него проблемы с доверием. Ему жаль их обоих, и он настаивает, чтобы они поужинали вместе в его общежитии и сходили в магазин. Они покупают дорогие продукты, а потом вместе с Ю заходят к ней домой. Перед тем, как зайти, Ю говорит Юа, чтобы она не показывалась, потому что ее сестра очень обрадуется и у нее пойдет кровь из носа, если она ее увидит. Юа, как всегда, надевает маску и солнцезащитные очки и называет себя Суперменом. Они заходят в дом и видят, что там ее одноклассники. Ее лучшая подруга из староста класса, Намура, встает, здоровается со всеми и представляется. Потом встает парень с каштановыми волосами и представляется как Аикава. Намура говорит, что это парень, которому отказала Миюми, но он все еще надеется и хочет с ней подружиться. Кроме них, там еще есть девочка с фиолетовыми волосами по имени Канаши. Они все прощаются с Аюми и уходят. Потом заходит Юса и здоровается с Аюми. Они садятся и разговаривают, но тут Юса заглядывает в комнату, и Аюми сразу узнает ее и начинает плакать как дура. Юса пару раз вытирает ей нос, и они все вместе ужинают. После того, как они закончили, Юса уходит, потому что она работает айдолом и предлагает помыть посуду, а затем вытирает ее полотенцем. Аюми смотрит на них и спрашивает, встречаются ли они, и дразнит их, но они оба делают вид, что ничего не знают. Затем они дают Аюми лекарство, укладывают ее спать, и она говорит, что не хочет спать, потому что ей тоже приснился кошмар прошлой ночью. Нео пытается расспросить ее о подробностях сна, но потом замолкает и выходит вместе с тобой. Она говорит ему, что нужно расспросить ее об этом, потому что это может указывать на то, какая способность у нее пробудилась. И хотя они не уверены на 100%, что это именно она, Аюми очень вероятный кандидат. Когда она уходит, Ю заходит к Аюми и спрашивает ее об этом, и она говорит, что ей снилось, как земля и стены трескаются, и она проваливается под землю. На следующий день Ю рассказывает об этом всем, и они подозревают, что это очень опасная способность, которая может навредить и самому обладателю. Поэтому нужно быть осторожными и постараться держать ее в общежитии как можно дольше, чтобы избежать несчастного случая и не навредить другим людям. На следующее утро Аюми уже выздоровела и хочет пойти в школу, но Ю просит ее остаться дома еще на один день, чтобы отдохнуть. Ей это не нравится, но когда он уходит, она одевается и тайком сбегает из общежития, чтобы пойти в школу. В школе Ю и Юдзира, как обычно, обедают на перемене, и тут им звонит Намура. Она сообщает, что Июма пришла в школу. Ю начинает волноваться, и они все вместе спешат в среднюю школу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. В это время Аикава пытается снова пригласить Аюми на обед, но Намура подходит к ней и уводит ее. В конце концов, Аюми сталкивается с Канаши и говорит, что она очень ревнует ее, потому что хотела встречаться с Айкавой, но потом перевелась в их школу, и теперь он думает только о ней. Затем она достает канцелярский нож, вытягивает лезвие и говорит, что пришло время Аюми страдать. Аюми пытается ее успокоить, но когда это не помогает, она бежит на крышу. Но, к сожалению, дверь на крышу заперта, и она оказывается в углу, а Канаши поднимается по лестнице с ножом в руке. Она начинает паниковать, и ее способность активируется, все вокруг рушится и ломается. Канаши падает, но его спасают, а Аюми падает под обломками. Снаружи вы и остальные вбегаете в школу, перелезая через забор и пытаетесь успеть вовремя. Но тут они видят, что дальнее крыло здания рушится, и Ю бросается туда, чтобы найти свою сестру, придавленную обломками. А потом на него тоже падает кусок обломков. Кайм оставляет комментарий в разделе отзывов для этого аниме с маленьким Санджи, у которого идет кровь из носа. Пришло время рассказать о 7 стадиях горя. После лечения в больнице он открывает глаза и спрашивает, где его сестра. Врачи говорят, что она не смогла выжить, и это повергает его в шок. Он не может поверить в случившееся и продолжает в том же духе, пока они проводят поминальную службу по Аюме. А потом он возвращается в свою пустую комнату в общежитии, где его никто не встречает. Он плачет, спрашивая себя, смог ли он когда-нибудь показать ей, как сильно он ее любит, и засыпает в слезах. На следующий день он просыпается на полу с опухшими глазами и идет проверить, есть ли что-нибудь в холодильнике. В конце концов он находит коробку с лапшой, которую ему прислал дядя, когда он только переехал, и решает ее съесть. Проходят дни, недели, и почти месяц заканчивается тем, что он сидит в своей комнате, завернувшись в простыни, на полу валяются пустые чашки. А его глаза с каждым днем становятся все более безжизненными. Джоджиро и Юса часто приходят с домашней едой и предлагают поесть
есть вместе с ним, но он всегда отказывается и ни с кем не общается. Миса пытается прорваться к нему, но понимая, что он потерял сестру, решает оставить его в покое. Проходит еще больше дней, и они посылают к нему Юми, его первую любовь из старой школы, чтобы попытаться вытащить его, но Ю даже не смотрит в ее сторону. Чувствуя себя разбитым и опустошенным, он просит ее сходить в магазин и купить ему лапши быстрого приготовления, потому что его запасы закончились, но когда она предлагает пойти с ней, он отказывается и злится на нее, потому что она ведет себя так, будто она его мама. Юма тоже обижается и уходит, а Ю остается в одиночестве и впадает в депрессию. У него заканчиваются запасы еды, и он решает сходить в магазин, но замечает, что у входа стоят два охранника и хозяин комнаты. Он понимает, что они, вероятно, пришли, чтобы забрать его силой, поэтому он использует свою силу, чтобы подчинить себе одного из них, а другого избивает. После этого он молча уходит и идет в банк, чтобы снять все деньги со своего счета, что по сегодняшнему курсу составляет примерно $300. Да, я учел инфляцию. Он решает уехать подальше от школы, где этот придурок его не найдет, и в итоге поселяется в интернет-кафе. Он живет там несколько дней, ест пиццу и смотрит аниме, но потом ему становится скучно, и он решает прогуляться. Он замечает, что на улице продают сладкие пончики, пробует их и увлекается компьютерными играми. Он решает попробовать поиграть и становится таким же помешанным на играх, как обычный игрок в Valorant. Ему начинает нравиться убивать в игре, и он подсаживается на сладости и игровые автоматы. Однажды он не выдержал, когда увидел, что двое парней слишком долго играют на его любимом игровом автомате. Он подошел к ним и сказал пару слов, а парни решили разобраться с ним под темным железнодорожным мостом. Они хотели его побить, но Ю использовал свои способности и заставил их драться друг с другом, а последнего избил палками для игры в данго. Через несколько дней к нему подошел главарь банды по имени Хасаимада. Он спросил, правда ли, что Ю в одиночку разобрался с бандой того парня и попытался показать свое превосходство. Но Ю не стал с ним разговаривать, и он в одиночку разобрался со всей бандой, а в конце заставил их босса обмочиться, угрожая проткнуть ему глаз палкой для игры в данго. И спрашивая, не хочет ли он настоящее гангстерское прозвище, например, «Одноглазый слабак». После этого он стал грозой банд, ввязывался в случайные драки и с удовольствием побеждал одну банду за другой. Однажды он увидел, как один из членов банды уронил маленький пакетик с кокаином. Он подумал, что это должно быть что-то интересное, и решил попробовать, но тут его ударила по лицу знакомая светловолосая девушка. Она сказала, что не позволит ему перейти черту, и спросила, как долго она за ним наблюдала. Она говорит, что была рядом с самого начала, что жила с ним в его доме с тех пор, как Аюми попала в шайку, и следовала за ним повсюду, включая интернет-кафе, игровые автоматы, драки и все остальное. Она говорит, что чувствует ответственность за это и думает, что должна была лучше защищать Аюми и могла бы как-то предотвратить это. Затем она говорит, что несмотря ни на что, она не могла позволить ему переступить черту, и что если он хочет потерять свою человечность, это его дело. Услышав это, Ю немного приходит в себя и спрашивает, что ему делать. Она звонит кому-то, а потом говорит, что сводит его в кафе, где подают здоровую еду. Он отказывается идти с ней, и тогда она предлагает ему съесть только один кусочек. После этого они разойдутся, и она не будет вмешиваться в его дела. Ю соглашается и идет с ней в дом Джуджура. В доме никого нет, его семья уехала, и они заходят внутрь. Она говорит ему посмотреть телевизор, пока она готовит, а потом будет его и ставит перед ним тарелку с омлетом и рисом. Он пробует и понимает, что вкус тот же, что и раньше, и теперь он говорит ей, что она взяла рецепт из записной книжки его матери, которую нашла в комнате Аюми. И, должно быть, хотела приготовить это блюдо после того, как его мать ушла, потому что это было его любимое блюдо в детстве. Он вспоминает последний раз, когда Аюми приготовила ему такой же омлет с рисом, и как он тогда жаловался на это, и начинает плакать. Он понимает, что это был последний омлет с рисом, который его милая сестренка когда-либо готовила для него, и съедает всю тарелку со слезами на глазах. Потом он вытирает их салфеткой, наливает ему чашку чая и дает отдохнуть. Он спрашивает, что ему теперь делать, и она говорит, что ему нужно вернуться в студенческий совет. Он спрашивает, не обещали ли они друг другу расстаться, когда он попробовал ее стряпню, и она отвечает, что он не просто попробовал, а съел все дочисто. Так что, наверное, он хотел вмешаться в ее дела. Он начинает улыбаться, благодарит ее и говорит, что все-таки вернется в студенческий совет. На следующий день он собирается с духом и начинает новую жизнь. Он прощается с Аюми и идет в школу, где его встречают Юса и остальные. Все в классе завидуют, что он привлек внимание их богини, а Ю рад, что этот надоедливый культ поклонников все еще активен в их классе, как обычно. Во время обеда он идет в столовую с Джоджиро и угощает его говяжьим карри, как раньше, до смерти Аюми.
Ты замечаешь, что все стараются быть с ним вежливыми, и он чувствует себя счастливым. Вскоре они получают сообщение, что должны прийти в офис, и гадают, не вернулся ли Дриппер с новой зацепкой. Они врываются в офис и спрашивают, что случилось, и оказывается, что это просто Юсурин, которая хочет получить отзывы на свой последний клип. Услышав это, Сиджо начинает светиться от счастья, и они все вместе садятся смотреть клип. Когда они заканчивают, Ю просит Джоджера дать свой отзыв как фаната, и он отвечает с таким видом, будто уже на небесах. Нао ставит ей 8 баллов из 10, но снимает баллы за ее дурацкую привычку вести себя как айдол в школе. Когда вся эта драма заканчивается, она говорит, что на самом деле привела их сюда, чтобы спросить, кто пойдет с ней на концерт. Она достает 2 билета на концерт Джанны, который состоится на следующий день, и предлагает им выбрать. По результатам голосования Юса ничего не знает о пост-роке и не интересуется им. Джоджиро тоже не в восторге, а Месса просто любит хэви-метал и отказывается, когда Нао говорит, что на концерте этого не будет. Естественно, билет достается ему, и наконец он соглашается. Позже, в тот же день, возвращаясь домой, он встречает рыжеволосую слепую девушку. Когда она проходит мимо, говоря, что ей не нравится, когда ее избегают, он прислушивается к ее голосу и вспоминает, что чувствовал, когда впервые слушал песни Жанны на MP4 плеере Neo. Он оборачивается, чтобы спросить, действительно ли она была солисткой известной группы. Но вместо этого она подходит к нему и спрашивает, может ли он отвезти ее в место, где продают маданьяки. Он немного удивляется, но потом понимает, что она спрашивает про современное блюдо акономияки, в которое также добавляют якисобу. Он соглашается и ведет ее в местный ресторан, где они заказывают это блюдо, и он заказывает еще и для себя. Во время всего этого он борется со своей привычкой звонить домой и говорить Аюме, что задержится или что не придет домой на ужин, который она приготовила. Он очень скучает по ней и грустно вздыхает, и девушка это замечает. Она подтверждает его догадку, что она и есть та самая певица по имени Салах Шейн, и спрашивает, не случилось ли с ним что-то действительно печальное. Она говорит, что он может рассказать ей об этом, и они оба садятся на улице, и ты рассказываешь ей о том, что потерял сестру. Она говорит, что должен быть кто-то, кто изменил тебя, раз ты смог выбраться из депрессии и думаешь о будущем. И тут он вспоминает о ее брате Кадзуки и просит Салах об одолжении. Он рассказывает ей о нем и спрашивает, может ли она пойти с ним, чтобы увидеться с парнем, который был гитаристом, боготворил ее и тоже собирался добиться успеха, но потом стал таким. Она любезно соглашается и идет с ним в больницу, чтобы увидеться с Кадзуки. Перед отъездом он звонит ей и говорит, что встретил Салах, и спрашивает, не хочет ли она тоже с ней познакомиться. Но она отвечает, что не заинтересована, потому что ей нравится ее работа, и она не очень хочет встречаться со звездами. Тогда он предлагает ей встретиться с ее братом и просит передать в больницу, что они приедут. Позже тем же вечером они идут в больницу к Кадзуки, и по дороге она рассказывает ему, как ей самой пришлось пережить много трудностей. И в какой-то момент она даже пожертвовала своим зрением, чтобы добиться успеха. Позже они встречаются с Кадзуки, и она поет для него, и это немного возвращает ему рассудок, и он теперь тоже помнит свою сестру. После этого Ю возвращается с Салах, и по дороге он звонит ей и рассказывает о чуде, свидетелем которого он стал. Она говорит, что уже знает об этом, потому что слышала об этом от медсестры в больнице и сразу же побежала туда, но, похоже, они едва не разминулись у входа. Она благодарит его за то, что он так далеко поехал ради нее и ее брата, и говорит, что хотела бы снова встретиться с ним. Он говорит, что будет на концерте, и она говорит, что будет петь вместе с ним в своих мыслях, и они прощаются. На следующий день он идет на концерт Сноу и наслаждается временем, проведенным с ней. Они покупают кучу фирменных мобильных аксессуаров от Жанны и в конце концов попадают на концерт. Салах поет свою песню, и в середине концерта тебе становится не по себе. Он почему-то начинает ностальгировать, а потом Салах переходит к новой песне, и ты каким-то образом понимаешь, что он уже слышал эту песню. Как будто он слышал ее раньше, и вдруг в его голове всплывает множество воспоминаний, и он падает на землю. Когда он падает, ему снится сон о его воспоминаниях из другой жизни, где он находится в научном центре с множеством детей, обладающих такими же способностями, как и он. Там он просыпается и слушает новую песню Жанны вместе с Аюми, которая слушает свою любимую певицу Юсу. Они встают и идут обедать, и ты жалуешься, что вся еда на вкус как лекарство из-за химических веществ, усиливающих способности. Аюми говорит, что несмотря на это, она верит, что Кари может сделать всех счастливыми и хочет, чтобы их старший брат Сюнсу мог поесть с ними. Ю наклоняется и говорит Аюми, что у него очень сильные способности, поэтому он находится под наблюдением и раскрывает, что у него есть способность перемещаться во времени. Во время обеда он сидит за столом рядом с парнем с длинными каштановыми волосами по имени Кумагами, который оказывается лучшим другом Сюнцу. Сюнцу называет его Пау, потому что первая часть его имени означает медведь, и это становится
становится его прозвищем. Он думает, что у него тоже очень сильная способность, и если бы ученые узнали об этом, они бы тоже его заперли и ограничили его свободу. Его настоящая сила называется грабеж, она позволяет ему отбирать сверхъестественные способности у других людей. Используя эту силу, он объединяется с другими ребятами, в том числе с Пухом, чтобы освободить Шунсука и снова привести его к светлому будущему. Пух дает ему листок с инструкциями, как найти парня с телепатией и украсть его способность. Он также крадет способность к разрушению, которая позволяет ему уничтожать предметы с относительно контролируемой силой. После обеда Ю возвращается в свою комнату с Аюи, но по пути обратно ученые забирают Аюи, потому что сегодня ее день для экспериментов, а она забыла об этом предупредить. Ю запирают в камере, и через некоторое время он слышит громкие звуки и сигналы тревоги. А когда дверь открывается, он видит одного из лучших ученых, который знает о его настоящей силе. Он объясняет, что они пытались силой пробудить способности его сестры, и это привело к обрушению целого здания. Теперь они планируют провести вскрытие, чтобы изучить ее, а затем избавиться от нее. Услышав это, Ю бежит искать своего брата и встречает Шичина, который умеет проходить сквозь стены. Он позволяет Ю украсть его способность и говорит, что нужно украсть способность телекинетика, чтобы спасти брата. После последней попытки Ю удается освободить брата, и Шунсук телепортируется, но Ю сбивают охранники. В этот момент Ю просыпается в больнице и вспоминает, что видел во сне. Он вспоминает, как они с Ю всегда чувствовали, что у них есть старший брат, и, возможно, все это было правдой. И тут вдруг заходит парень с каштановыми волосами и говорит, что, похоже, Ю вспомнил. Оказывается, это Кумагами и парень-помощник, который всегда помогает им находить людей со способностями. Ю спрашивает, правда ли это, и просит его придержать вопросы до встречи с братом, потому что сначала они должны поговорить с его сестрой. Ю злится и спрашивает, как они спасут того, кто уже умер, и говорит, что теперь он должен знать о способностях своего брата Шунсука, и что у него восстановилась память. Услышав его имя, Нео спрашивает, тот ли это Шунсук, о котором она рассказывала Кумагами. Тот подтверждает, что это он. Оказывается, это парень, который спас ее и основал школу, о которой она тебе рассказывала. После этого он говорит, чтобы ты пошел за ним, и ведет тебя в секретное высокотехнологичное подземное сооружение в лесу. Там ты наконец-то встречаешься с его братом и понимаешь, что он ослеп и все еще скептически относится ко всему происходящему. Шунсук приветствует тебя и хвалит за все твои старания, а потом просит тебя сесть, пока он рассказывает обо всем, что произошло после его прыжка во времени. Его история начинается с того, что он открывает глаза за 3 года до того, как ученые поймали их всех в его доме вместе с младшими братьями и сестрами. Он продолжает встречаться с Пухом и собирает всех своих друзей, чтобы они попытались все исправить, но в конце концов они понимают, что они всего лишь дети, и не могут победить взрослых, которые хотят их поймать. После каждой неудачной попытки Шунсук придумывает новый план и возвращается в прошлое, чтобы все исправить. Так продолжается несколько раз, и с каждым разом он замечает, что его зрение становится все хуже и хуже. Так продолжается до последнего раза, когда Шунсук решает собрать много денег и создать безопасную зону для детей со сверхспособностями. Ему это удается, но он полностью теряет зрение. Он просит своих друзей Мидоки и Манаму стереть воспоминания о нем у тебя и Юми, чтобы он мог свободно передвигаться, а они были в безопасности. Теперь он позвал тебя, чтобы встретиться и украсть твои способности, используя свою способность вернуться в прошлое, когда Аюми была больна, и спасти ее. Затем он просит тебя встретиться с ним в новом времени и все объяснить, чтобы он мог действовать соответственно. Ты спрашиваешь, знала ли она об этом все это время, и она отвечает, что знала благодаря способности Кумы. Когда она пошла искать его, оказалось, что он ошибался насчет своих способностей, и они решили сохранить это в секрете, потому что боялись, кем он станет, если продолжит накапливать способности. После этого Ю встает, забирает силы у Шунсука и просыпается рядом с Юмой в ночь, когда она заболела. На следующий день он, как обычно, идет в школу, и к ним приходит их Кума и рассказывает, что у кого-то в общежитии случился коллапс. Ю говорит, что это, наверное, его сестра, и просит Нао и Юсу пойти с ним, а дальше все идет как обычно. Но после этого он выходит из комнаты и решает рассказать ей все, и спрашивает, поверила бы она ему, если бы он сказал, что пришел из будущего. Она говорит, что поверила бы, и он очень радуется и даже благодарит ее за то, что она спасла его в другом будущем, где он впал в депрессию. Он просит ее помочь убедить остальных, и на следующий день они все решают проникнуть в школу Иуи. Той ночью Ю забирает ее силы, чтобы убедиться, что она не сойдет с ума, как в прошлый раз, а затем прячется в шкафчике у двери на крыше, чтобы защитить ее от нападения Канаши. Когда приходит время, он подходит к ней, ругает ее и позволяет Нео позаботиться о клинке. А потом прогоняет ее, наконец-то защитив свою сестру от того, чтобы Ишикат забрал ее в другой мир. Когда он это делает, Мидоки из этой временной линии замечает его действия и решает поговорить с ним и Кумой. Ю уверяет их, что он действительно путешественник во времени, называя Куму Пухом, когда они решают вместе пойти к Шунсуку. Они садятся в машину и едут в горы, чтобы встретиться со слепым Шунсуком. Шунсуу говорит им, что привел их сюда,
потому что считает, что у него пробудилась способность к телепортации, но Ю рассказывает, что на самом деле он путешествовал во времени. И рассказывает им обо всем. Шун Суо верит ему и говорит, что не знает, как ему удалось вернуть свои воспоминания из другой временной линии, но это определенно редкое и необъяснимое явление. Затем он говорит, что теперь ты должен оставаться в этом исследовательском центре, пока твои способности не исчезнут, и спрашивает почему. Шун Суо объясняет, что у тебя самая сильная способность в мире, и теперь у него есть способность перемещаться во времени, и группы людей со всего мира попытаются его поймать, чтобы использовать его для мирового господства. Имея это в виду, он должен оставаться здесь, потому что это самый защищенный объект во всей Японии, а затем проводит для них экскурсию по исследовательским лабораториям. Там он знакомит их с доктором Цуяши, который оказывается тем самым парнем из будущего, который спас Ю. Здесь, в этом центре, они все работают над созданием вакцины, чтобы вылечить людей по всему миру от этой болезни. Ю спрашивает, болеют ли они, и доктор отвечает, что они знают о кометах с долгим периодом обращения. А Юми говорит, что знает о них, потому что это ее хобби, и доктор хвалит ее, а затем объясняет, что есть комета под названием Шарлотта, которая пролетает над Землей каждые 75 лет. Когда эта комета пролетает мимо Земли, она оставляет на ее поверхности особую пыль, и тот, кто вдохнет или проглотит эту пыль, обретает сверхъестественные способности, которые дремали в его ДНК, пока он не достиг эмоционального пика, то есть подросткового возраста. Около 400 лет назад комета пролетела на необычно низкой высоте, и тогда многие люди обрели эти способности. В то время их называли ведьмами, и это привело к массовой охоте на ведьм, которая в некоторой степени продолжается до сих пор. Сейчас они работают над созданием вакцины, которая предотвратит появление этих способностей у будущих поколений. Услышав все это, Ю соглашается остаться здесь с Аюми и Шунсуком, говорит, что они не могут заменить своих старых друзей в школе, но могут подружиться с его группой и познакомить с ними своих друзей детства. Им всем нравится Аюми, и они даже принимают тебя как своего, приглашают поиграть с ними, но потом Кума узнает о другом обладателе способностей. И ты понимаешь, что Кума никогда не обливался водой, а сделал это только для того, чтобы скрыть свою личность, как посоветовал Шунсук. Ты спрашиваешь его, вернется ли он в школьный совет, и он отвечает, что да, но говорит, что не может прийти. После этого он выходит из машины и садится в другую и говорит водителю Фаруки, чтобы тот отвез его в школу. Все становится подозрительно, когда Фаруки не сворачивает к школе, а едет прямо к заброшенному заводу и признается, что у него есть семья. Согласно приказу Шунсуя, они не работают с взрослыми, у которых есть семьи, потому что их легко можно взять в заложники и использовать против них. Будучи бывшим пользователем способностей, Фубуки хотел быть полезным и решил скрыть от них свою семью. Но это обернулось против него, когда его семью взяли в заложники люди из иностранной мафиозной группировки и потребовали, чтобы он молчал об этом и привел к ним Куму. Фубуки извиняется за свою ошибку, а Кума говорит, что это ук и что тебе стоит беспокоиться о его семье. После этого они идут на фабрику и встречаются с иностранцами, которые говорят Фубуки, что у них есть для него еще одно задание – привести тебя к ним. Они шантажируют его, чтобы он это сделал, а потом выбивают Куме зубы и вводят ему сыворотку правды, чтобы выведать все секреты. После этого они похищают девушку и тоже берут ее в заложницы, звонят Шунсую и говорят, чтобы он прислал тебя одного, иначе они убьют всех заложников, включая семью Фубуки. Они все садятся и начинают придумывать план, но ничего не приходит в голову. Они думают о том, что ты можешь перемещаться во времени. Но это становится невозможным, когда они узнают, что семья Фаруки была взята в заложники еще до того, как они решили создать это учреждение. Нет никакой гарантии, что в этот раз все получится так же. Шичина предлагает отправить тебя одного, а если что-то пойдет не так, он будет сражаться с ними. Ты всегда можешь воспользоваться перемещением во времени. Поскольку это единственный вариант, который у них есть, Шунсу пытается убедить Ю взяться за это задание. Но Ю начинает паниковать под таким давлением и говорит, что не уверен, что справится. Он чуть не использует коллапс, чтобы всех убить, но Шунсук обнимает его как настоящий друг и говорит, что если Ю чувствует, что не справится, то может просто вернуться в прошлое. Ю идет навстречу с мафией и использует свою способность на двух людях без способностей, чтобы проверить, нет ли у них оружия. Когда они выходят, он удивляется и получает удар от маленькой девочки-убийцы сзади. Он пытается переместиться во времени, но девочка успевает отрезать ему правый глаз, и теперь он не может перемещаться во времени. Он решает использовать коллапс, но мафиози говорят, что если он это сделает, то убьет двух заложников, которых держит под землей. Он пытается сопротивляться с помощью телекинеза, но девочка-убийца продолжает наносить ему удары, и он использует коллапс и все разрушает. Единственный, кто погибает, это Кумагами, который защищает Ю и умирает. Шунсук и остальные тоже приходят на фабрику. Шунсук падает на колени и ползет к Куме, а когда добирается до его тела, говорит ему не умирать. Кума отвечает, что Шунсук сам придумал, что его прозвище Пух, и делает последний вздох. Напишите в комментариях, что вы думаете о бедном Кумагами. Это реальная концовка этой истории.
Через 2 дня Ю просыпается в больнице после операции. Шичина рассказывает ему подробности и говорит, что сейчас все в порядке, но Кума не смог прийти. После этого ты грустишь, думая о своем брате и о том, что он чувствует то же самое, что и ты, когда потерял Юи и думал, что больше никогда ее не увидишь. Сначала ты впадаешь в шок и думаешь, что это все из-за тебя, но потом друзья Шунука говорят тебе, что это был просчет с обеих сторон, и ты не виноват. Затем приходит Аюми, осматривает его и пытается подбодрить. Проходят дни, все приходят навестить его, начиная с Джоджиро, Юны и остальных. Когда Юна приносит еду, ты просишь Мису выйти и поговорить с ней о загробной жизни и о том, что находится за ее пределами. И поговорив с ней, она понимает, что должна ценить те немногие моменты, которые ей подарила Ю благодаря своим способностям. Позже, когда Ю возвращается в свой родной город, чтобы продвигать ресторан своих родителей, Миса выходит и хвалит их родителей, и это тоже становится важным моментом в ее истории. Проходят дни, и Ю постепенно начинает двигаться и восстанавливаться. В конце концов он идет к своему брату и видит, как тот подавлен. Но несмотря на это, он сохраняет хладнокровие и говорит ему, что скоро в Японию приедут другие иностранные мафиозные группировки и будут охотиться за ними. Без сомнения, он подавлен и расстроен из-за потери лучшего друга. Он возвращается в свою комнату, где его ждет Нео. Он рассказывает ей о том, что произошло. Нео предлагает безумную идею. С его силой он может гипотетически лишить всех в этом мире их способностей, чтобы никто не мог напасть на них. Но для этого ему придется путешествовать по всему миру и завладевать телами тысяч, если не миллионов людей. И даже если он сможет это сделать, неизвестно, сохранит ли он рассудок. Он обдумывает это, понимая, насколько это жестоко, но это может привести к лучшему будущему для всех. Он встает и обещает Нео, что сделает это ради нее. Он говорит, что любит ее, и объясняет, что со временем он понял это, когда она помогла ему справиться с депрессией. Нео говорит, что сделала это только потому, что чувствовала себя виноватой или ответственной. Кроме того, она говорит, что это безумная идея, и ему не обязательно это делать, но он говорит, что это не важно, и он сделает это ради нее. Она влюбляется в него, потому что он хочет создать лучшее будущее для всех. Услышав это, она просит его пообещать, что она будет ждать, и если он справится, то она точно влюбится в него. Чтобы все стало по-настоящему, Нео говорит ему, что для начала нужно лишить ее сил, и он делает это, чтобы показать свою решимость. Приняв это решение, Ю идет к брату и рассказывает ему о своей безумной цели, о том, что он уже начал действовать. И они вместе с другими членами группы Шунсука решают, что он должен уехать за границу и заняться решением проблемы в целом, а Японию оставить им. Взвесив все за и против, Ю начинает собирать вещи, а в день отъезда получает в подарок небольшую брошюру с переводом и обещает, что сдержит слово. Его путешествие начинается в Сингапуре, где он находит список пользователей способностей, заплатив за него. Оттуда он отправляется на Филиппины, чтобы лишить сил лидера, который, как оказывается, умеет читать мысли. Он использует эту способность, чтобы найти того, кто ищет способности, мальчика по имени Анджело. Затем он встречается с Анджелой и запечатывает его способности, что позволяет ему видеть местоположение пользователей способностей на карте. После этого он начинает бесчинствовать и грабит всех пользователей способностей на Филиппинах. Затем он отправляется в Южную Африку, где уничтожает множество небольших групп, в которых есть пользователи способностей. Вскоре он получает прозвище «Одноглазый мрачный жнец», и за его голову назначают награду. Затем он отправляется в Египет, где получает способность определять, какую способность он украл. После этого он начинает проверять одну страну за другой и собирает огромное количество способностей, в том числе позволяющих ему мысленно переводить, не спать и усиливать существующие болезни. В горах Афганистана он находит на карте новую группу людей, которые, похоже, еще не развили свои способности. Он выслеживает их и использует свою способность усиливать болезни, чтобы их способности проявились раньше и он смог их украсть. Затем он отправляется в другие страны, где уже был, чтобы убедиться, что никто не остался с потенциалом развить новые способности. В Индии он впервые сталкивается с антимрачным жнецом, который нападает на него с оружием, но он побеждает их всех с помощью их способности создавать силовое поле и забирает все их способности. Затем он отправляется в Перу и находит девушку, которая использует свою способность исцелять других, но, к сожалению, тоже ее крадет. И задается вопросом, не стоит ли ему совершить скачок во времени и спасти Куму. Но потом решает этого не делать, оправдываясь тем, что не должен нарушать законы природы больше, чем уже нарушил. На Кубе он начинает чувствовать первые симптомы того, что в нем уживается множество способностей. Он случайно использует коллапс и разрушает здание, а также почти убивает человека с помощью телекинеза, но вовремя берет себя в руки. В конце концов он оказывается в Саудовской Аравии и пытается заснуть, чтобы немного отдохнуть, но проснувшись, обнаруживает, что находится в новом месте, а его память затуманена. Он смотрит новости и понимает, что во сне он устроил массовое разрушение, перейдя в режим берсерка и охотясь на обладателей способностей. Он решает больше никогда не спать и продолжает свою миссию. Затем
Затем он отправляется в Италию, где садится на стул, пока на него нападает толпа мафиози, стреляющих в него из пистолетов. А он задается вопросом, что он там делает и зачем вообще путешествует по миру. Он начинает терять цель, но потом вспоминает о ней, глядя на маленькую книжечку с переводами, которую ему дал Нео. Он пытается вспомнить ее лицо и кто она такая, но прошло слишком много времени, чтобы он мог вспомнить это. В конце концов он убеждает себя, что она должно быть была для него кем-то важным, и продолжает свою миссию, стирая одну страну за другой с карты обладателей способностей. После целого года жестоких путешествий по миру, сражаясь с бесчисленными группами террористов и похищая, казалось бы, бесконечное количество способностей, он много раз терял себя в этом путешествии, но его чувства к Нео всегда возвращали его к миссии. Наконец наступает день, когда он лишает последнего человека на Земле его сверхъестественной способности, которая придавала ему храбрости. Когда он падает на землю, выполнив свое обещание, Шун Сук прилетает, чтобы забрать его, и отвозит домой. Когда он просыпается на больничной койке, рядом с ним сидит она, и он спрашивает, кто она такая, и она понимает, что он совсем ее забыл. После того, как он обрел столько сил и прошел через столько испытаний, он забыл, кем был раньше. Но она решает сдержать обещание и говорит ему, что она его девушка. И рассказывает о том, как они вместе работали в студенческом совете. Она говорит, что это она сделала для него тот буклет, а он говорит, что все это время носил его с собой как талисман.